Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Друзья мои, пришла весна, запели птички, набухли почки и яички. Ну, а что? А типа у вас не так, да? Типа у вас весна не касается, да? Гормональный фон у вас как был зимний, так и остался. Да что чесать-то? Сейчас девушки юбочки оденут короткие, да? Вот. И, собственно говоря, гормональный фон усилится. Уверен. У меня он уже в фантазиях усиливается. И мои почки, и почки, кстати, тоже набухли, потому что хочется радоваться. А куда же радость без бокала игристого? Поэтому у меня напухли и почки, и яички. Ладно, это все лирика. Не будем про мою анатомию, а будем про сегодняшнее волшебное свидание, которое, я уверен, закончится чем-нибудь таким, чтобы разгрузить мои напухшие органы. Смотрим! Приветули, забирайся. Вот, молодец. Класс. Как тебе дорога сюда до меня? Ну, в целом хорошо, отлично. Несмотря на то, что все-таки в Питере пасмурно, как обычно, у нас по-другому не бывает. Ты чувствуешь запах весны? Да, вообще просто наконец-то уже. А то этот снег уже вот тут просто сидит. А что для тебя является вот признаком того, что скоро будет весна? Мне просто интересно. Какие внутренние ощущения или внешние какие-то там? Кто-то там... Ну, давай сама, без меня, а то я сейчас подскажу тебе, и тебе будет... Воздух по-другому даже чувствуется. Такая некая легкость, вот какое-то предвкушение чего-то легкого, нового. Да. Пора раздеваться. Ну, нет, ну, да. Пора раздеваться, да, пуховики. Да, наконец-то уже всю эту мишуру с себя снять, а то уже просто... Да, я с тобой полностью согласен. И знаешь, для меня еще по весне, когда я ощущаю весну, я внутренне становлюсь более жизнерадостным. Согласна. Ну, то есть еще может быть прохладно, там солнышко еще не светит, но внутренне у меня появляется уже какая-то надежда на то, что вот завтра я прям буду я ненавижу это слово, ну, хрен с ним, там, на 10% продуктивней. Но я не люблю просто это слово, потому что я никогда не мог понять, что такое продуктивней. Ты что, курица, которая яйца несет? То есть, что ты продуктивней делаешь? Ты вот у тебя есть какой-то там, даже если ты где-то работаешь, объем работы, но это слово обычно еще используют, знаешь, такие в творческих профессиях. Я буду продуктивней. Что ты У меня все время вопрос, ну что? Ты прочитал не 10 страниц, а 11 сегодня в книжке? Ладно, забудем про это. Как настроение в целом? Ну, я, судя по тому, что выдаю, и меня хрен заткнешь, видимо, все-таки весна меня тоже не обходит стороной. И в целом настроение всегда же, когда знакомишься с новыми людьми, а тем более, когда это свидание, настроение всегда позитивное, даже если оно до этого было немножко чем-то омрачнее. Ты меня поняла. Да. Вот. И то, что ты такая улыбашка, мне, несомненно, импонирует. Спасибо. Пожалуйста. Иди обниму. Так, ну что, есть план? Да, есть план есть, и есть план пить. Как тебе мои два плана? Ну, вообще заманчиво, но, слушай, тут такое дело... Так, началось. Даже не знаю, как, сказать. Ну, да, ну и жги. Не так совпало, короче. Так. Я ж вообще не из Питера, приезжая. Так. И уже снимаю... Тебе пора возвращаться? Типа... Все, Жень, сегодня как раз тот день, когда еду обратно. Нет, слушай, просто я уже несколько месяцев снимаю квартиру у одной женщины. Вот, ну и так совпало, что она меня просто перед фактом поставила, сказала, что вот, все, нужно выселяться. Вот, но квартиру новую я уже нашла, то есть как бы все хорошо, но перевести вещи нужно, и потом... Там еще кое-что новое для дома нужно купить. Ну, в общем, по магазинам проехаться. В общем, ты как, сможешь помочь?
А это сейчас надо сделать? Ну, вообще, вот, да, нужно вот сегодня уже забрать. То есть тебе сегодня переехать надо? Да. Представляешь, вот так вот совпало. Случайности, совпадения. Еще по магазинам что-то купить? Угу. Да, там проехаться, те же продукты, слушай, купить там новая техника. Нет, все хорошо, я понимаю. Знаешь, я переезжал не раз в своей жизни. Представляешь, да. какое? Я знаю, что такое переезд. И я точно знаю, что это не на 2 часа и даже не на 3. Это, на целый день. Понимаешь, какая история? Да. А если ты понимаешь, то у меня встречный вопрос тогда. А что у нас за свидание-то такое будет в переезде? Не очень. Слушай, я просто думала, что вот сегодня мы как раз... Даже формат такого необычного свидания, может, будет. Куда уж более необычное, я тебе могу сказать. Переезд — это прям очень необычное свидание. Ну, продолжай. И... Ну, вот как раз ты поможешь мне все-таки как мужчина. Такой вот, я смотрю, вот такой мужественный. Есть немного. Так, и... Вот, и как раз... побудем целый день вместе, получше друг друга узнаем, пообщаемся. Вот, и... Ну, я считаю, что мужчины все-таки должны помогать женщинам. Хорошо, но я-то рассчитывал немножко на другое свидание, да? Ну, то есть... Я рассчитывал все-таки на какой-то вот более классический, что ли, вариант. Типа, там, поедим, покушаем, послушаем, за ручку подержимся, а там как бог даст. А вот эта вся история у нас планируется когда-нибудь? Ну, слушай, ты не переживай. Сегодня вот мы все сделаем. Так. Как бы поездим, вот... Это не входило в план. Решим твои вопросы, я понял, так. Да, вот. А завтра уже у нас будет целый день, да хоть утро, вечер. Вот, ах, вот оно что. Ну, ты что я могу сказать? Что? Это круговое наебалово. Ну, что тут скажешь, как говорится, нежданно-негаданно. Я честно тебе могу сказать, правда, как есть. Я же все-таки, мы честные тут, ребята. Я не планировал сегодня работать грузчиком. Ну, вот у меня сегодня вот прямо... Я прям с утра встал, я вот все-таки был в каком-то другом настроении. Чем мешается? Я понимаю, что тебе нужна помощь. Я это понимаю. Да, я понимаю. Но, к сожалению, я все-таки... как тебе объяснить-то даже? Не то, что я там ломаюсь, правда, это не мои, я не хочу на первом свидании таскать пакеты, мебель, что там еще, шкафы, матрасы. Правда, вот честно, вот есть для этого там грузчики, газелькины, там всякие шмазелькины, которые этим всем занимаются. Просто, я правда не хочу, тем более, объясню тебе, я мужчина, я понимаю, да, я понимаю, в эту тачку я бы тоже не хотел напихивать кучу всяких вещей для переезда, потому что, я не грузовой автомобиль, это правда, без обид. И твое желание, я понимаю, тебе нужно было тогда все-таки, мне кажется, заняться своим вопросом и написать, что ты сегодня не можешь, потому что у тебя поставили... объяснить, как есть перед фактом, и тебе нужно заняться переездом. А сейчас получается, что ты хочешь, чтобы этим переездом занялся я. То есть располовинить со мной свои, назовем это так, трудности. Если бы мы с тобой уже какое-то время были знакомы, да, общались долго и счастливо, как говорится, я бы помог. Вот сейчас я как-то немножко настороженно ко всей этой истории к этой истории отношусь, и мне бы, честно, даже несмотря на то, что у тебя очень милый и виноватый вид... Замечательно, поразительно, гениально. Я бы не хотел в это, впрягаться, правда. Вот честно, если тебе нужно все-таки сегодня переехать, то сорян, без меня. Правда. Я просто даже заранее не могла никак сказать, перед фактом просто подставили, а я так надеялась, думала, смотрю, такой классный мужчина, думала, как раз вместе день проведем,
так вот получилось. Этот классный мужчина не очень, честно говоря, хочет классно проводить время в пыли, поту и вот царапание всякой хрени в машине. Что не настоящий мужчина, я думала, мужчины должны помогать слабым. Объясню тебе. В моем понимании, скажем так, определение настоящего мужчины у всех разное. В моем понимании, в моем определении настоящего мужчины нет на первом свидании перевозить вещи, мебель и помогать с переездом. Честно. Вот прям даже не это. Не буду даже больше объяснять, я вот в такой позиции. Так что извини, малыш, давай без меня, ладно? Окей. Ну да. Ладно. Ну. Да. Ну. Чего я ждала? Зря теряешь, упускаешь такую возможность. Какую? Помочь с переездом? Боже, у меня даже нет слов. Просто. Да? У меня, честно говоря, тоже слова закончились, так что давай на этой ноте тогда и разбежимся. Смотри, будешь так долго себе девушку искать. Да? Да. Ну хорошо, ладно. Спасибо за... Пока. Хорошо в лицо не плюнула, да? Видимо, мои набухшие почки и яички сегодня останутся набухшими. Нет, друзья мои, ну что за детский сад? Ну, бля, ну давайте, сейчас вы скажете, Женек, ну ты же там типа Евгений, переводится как благородный, мог бы помочь девочке с переездом. Вы что, прикалываетесь? Мне что, заняться больше нечем? Да я более что вам скажу, я даже сам, когда переезжаю, я сам не переезжаю, я нанимаю людей, они переезжают. Я понимаю, что хочется бесплатно это все сделать за чей-то счет и весело провести время, понимаешь? А потом я потный, уставший, даже если у нас вдруг неожиданно дойдет до благодарности, я уже ни хрена не смогу и не захочу, потому что вы врубаетесь, я просто знаю, что такое переезд, друзья мои, это не 2 пакетика, это геморрой целый, и это не одна ходка, это туда-сюда, сюда, туда, туда-сюда, в итоге в минусе только я, по ресурсу, затратам, не знаю, да тупо бензин там и время, а она лишь закрыла свои вопросы, а на завтра она скажет, слушай, извини, я что-то у меня голова болит, ой, у меня дела, туда-сюда, и начнет меня морозить, короче, шикарный варик, да? То есть, возможно, у нее дедлайн и не сегодня стоит, ей просто на неделе надо переехать, а тут халявный транспорт с, полумускулистым чувачком. Да, что-то сегодня опять, видимо, не то кино. Да и зато не хожу. А еще было бы прикольно, если бы мы подъехали и сказал, ой, у меня 12 этаж, но есть небольшая трудность, у меня лифт не работает. Что должен сделать настоящий мужчина? Настоящий мужчина должен взять ее на руки и на 12 этаж. Так, нормально она? Ну, настоящий мужчина еще бы 2 раза так сделал. Это прикольно, как на аттракционах. Короче, чувствую в себе отсутствие сил на данные мероприятия. Все-таки я уже не так молод. А вы пишите. Гандон я! Или правильно сделал. Пишите. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши.